Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня будет немножко необычное видео, записанное в лайв-формате. Звук немножко пошел не очень, но в целом смотрибельно. Самое главное, что понятно и доходчиво все объяснено. Поэтому надеюсь на ваше понимание и приятного просмотра. Это будет небольшое дополнение ко всем моим недавним роликам и баг-репортам. Я постараюсь объяснить, почему так все плохо, и заодно покажу, насколько раньше было лучше, и расскажу, почему раньше было лучше. Итак, приступим. Сначала небольшой ввод в курс дела. Почему это происходит, вообще объясню. Происходит это из-за упрощения ландшафта, то есть вот у нас два импровизированных танчика, и зеленая поверхность — это ландшафт, по которому танчики катаются. И в 3D-графике есть такая вещь, как уровни детализации. То есть на английском level of details, соответственно, называют это все лодами. И так вот, чем вы дальше находитесь от 3D-объекта, тем меньше в нем становится полигонов. То есть его моделька заменяется на упрощенную с меньшим количеством полигонов. И так как ландшафт, по которому катаются танки, тоже является 3D-объектом, чем вы выше находитесь на своем самолете, тем проще становится моделька ландшафта Земли. И, соответственно, при упрощении становится меньше мешей, меньше полигонов, и постепенно на определенном уровне упрощения танк начинает погружаться под землю, если он находился в какой-то низине или там в какой-то складке местности. И то есть при определенных условиях просто упрощается все до такой степени, что танк оказывается под землей. А танки, которые, в принципе, были на вершинах, остаются видимыми. И, казалось бы, должны быть какие-то настройки графики, отвечающие за дальность отрисовки Земли. Такая настройка даже в этой игре раньше была. Называлась она «Деталь недальний ландшафт», ты мог ее включить или выключить. То есть было два положения, но при ее включении у тебя значительно дальше прогружалась земля, и проблем с танками, уходящими под землю, почти не возникало. И вы скажете, вот же она галочка, она есть в игре. Да, она есть, но она, к сожалению, не работает. На сегодняшний день, включай ты эту галочку или не включай, у тебя на любых настройках графики, что на ультралоу, что на кино, будет одинаково плохо отрисовываться ландшафт, и танки будут постоянно проваливаться под землю. Перейдем теперь к «Раньше было лучше». Я достал несколько старых записей, и нам будет с чем сравнить сегодняшнюю картину. Запись, пожалуйста, от 17 апреля 2021 года. С полигона все как полагается. Поехали. Вот я пикирую, высота 3500, пикирую на центральную точку. Можем даже ее зазумить, в принципе. Пикирую в центральную точку. Ничего нет, и вот этот мусор мерцает. Деревянная установочка. Оп, в последний момент отрисовывается танк. Отрисовывается он на высоте 460-70 метров. На высоте 469 метров танк есть, на высоте 476 его уже нет. То есть лот скрывается на такой небольшой дистанции довольно-таки. При том, что буллпапы — это ракеты, которые у нас в игре работают на 7500. То есть в теории я бы мог его штурмить, этого танкиста, на точке с дистанции в 7 километров. Тогда как игра вынуждает подлетать меня к нему на дистанцию 470 метров. Теперь, к чему я это все? Раньше же было лучше, говорю я. И у меня есть доказательства. То есть вот запись от 2019 года, 17 сентября. Фантом, та же карта, тот же Берлин. Берлин улитка не перестраивала, в отличие от других карт. Берлин каким был, таким и остался. Высота 3500. Я зумлю в эту же центральную точку. В принципе, тут даже видно, что она снимается сейчас противником. Видео замедлено очень сильно, чтобы было проще вам показать. И видите, мерцает уже танк. Также посередине точки стоит в той же глубине, в той же низинке, и его видно. Его видно,
Ну, тут я уже из зума выхожу, он перестает отрисовываться в зуме, потому что отрисовка другая, но тем не менее. Высота 2400, и я его вижу. Прекрасно, вот моделька танка. То есть, плюс еще учтите, что видео немножко шакалит, но танк, тем не менее, видно. То есть, видно, вот, мерцающий силуэт — это танк. И если его видно на видео, то в оригинале до записи его было видно еще лучше. И это все на высоте 2 километра. Но на деле, если, вот, чтобы, так сказать, отследить цель, я реверснул видео, вот танк, и внимательно следим за ним. Потому что там вот эта штука перекрывает, и не совсем понятно, когда он появляется. Но если запустить его обратно, то мы его уже не упустим из виду. Вот, четко видно мерцающий силуэт танка. Видно, что он движется, в принципе, немножко. Все еще видно силуэт этот. Я даже зазумлю, мне не сложно. Вот силуэт еще видно. Он все еще мерцает, его запись также замедлена. Вот хоп, исчез. То есть это отчетливо видно момент, когда он перестает отрисовываться для меня. То есть мерцает, хоп, исчезает, и все. Становится однородная поверхность, и ничего уже там не мерцает, так как мерцал этот танк. То есть видимости нет. Но давайте посмотрим, на какой же высоте это было. На какой же высоте мне перестал быть виден танк противника на этой позиции. То есть вот уже идет нормально. Все, исчез танк. Смотрим высоту. Высота 4400. Итого, в 2019 году я мог заметить танк на этой позиции с высоты 4 километра 400 метров. Это все еще не очень хорошо, этого недостаточно, когда тебя тунгуски сбивают там с невероятно огромных дистанций, и им явно меня легче найти на фоне неба. Но то, чем стало это сегодня, а сегодня это 470 метров, то есть в 10 раз уменьшилась дистанция отрисовки, это какой-то позор. Второй случай, перейдем ко второму случаю. Тут опять же высота 1200. Я лечу по карте Берлин, кто-то захватывает точку А. Точка А тогда была это... Точкой А был Рейхстаг. Соответственно, зумим видео и видим силуэт танка опять же. Вот он едет. Не очень отчетливо видно, потому что я трясу камерой, но что поделать. Типа, видно все-таки силуэт танка, вот он, опять же, перемещается. Я отзумливаюсь, строю заход, высота 1300, я на 1300 видел этот танк. Разворачиваюсь. Опять же, четко видно танк, прям, ну, отчетливо, зазумлю вот на весь гребаный экран. То есть видно 2 этажа здания, видно лестницу к Рейхстагу и виден танк. Типа, я его четко вижу, высота 1000 метров. Да, это не 4 километра, хотя я уверен, из 4 километров было бы его видно, но тогда этого не требовалось. Тогда можно было и так поштурмить. Ну и, соответственно, уничтожаю противника. Потому что я его увидел. Это запись со стрима, это не полигон, это бой. То есть сегодня в бою я бы просто этот танк не увидел с такой высоты, меня бы сбила какая-нибудь тунгуска. И на этом бы история закончилась. Теперь смотрим, как это выглядит сегодня. Сегодняшняя запись от 17 апреля. Пожалуйста, в том же месте будет стоять танк. Я вам даже зазумлю. Высоту потом посмотрим. В принципе, я после ролика вставлю все эти моменты, фрагменты, чтобы вы могли сами посмотреть, оценить, как это все выглядело тогда и как это выглядит сейчас. Либо там поделю на 2 экрана. То есть, вот опять же, Рейхстаг, видели, выстрел был, но танка при этом там нет, его не видно. То же самое место, вот Рейхстаг, вот точка, вот этот домик двухэтажный, или там 3, не знаю. Просто когда сбоку летишь, видно лоды именно, как скрывают целый этаж. Танка нет, танка нет, танка нет, танка нет. Хоп, появился. На какой высоте? Правильно, те же 400 с копейками метров. То есть мы можем отмотать. Типа 480 метров, его просто нет. Это уже уровень неиграбельности
Если бы это было где-то там в одном месте, на одной карте, на высоте 20 километров, я бы ничего не сказал. Но когда у тебя на ключевых точках, на двух ключевых точках ты не видишь танки, на двух ключевых точках из трех, у тебя танки просто скрыты лодами, тут уже даже на поршнях играть крайне тяжело. Как-то так. В целом, я объяснил основы, я показал, как это все работает, и на этом все.